Вы когда-нибудь видели, как перекись водорода взрывается пузырьками прямо внутри живого существа? Сегодня мы это увидим. Вы сами просили, я показываю. А нематоды, ну им сегодня достанется. Привет, друзья! Я Виктор, вы на канале Под микроскопом, где я показываю вам настоящий микромир, таким, каким его не увидишь нигде, только через объектив. Здесь мы проверяем, как разные вещества, травы, препараты и просто ваши идеи влияют на микробов и на клещей Демодекс. И сразу напомню, это не инструкция по лечению, а обычное наблюдение, эксперименты и чистая наука, рассказанная простыми словами. А теперь к делу. Знакомьтесь, сегодняшние герои – нематоды. Маленькие, тонкие, почти прозрачные червячки, которые живут в любой луже, в горшке с цветком, в аквариуме, в мокрой земле, да где угодно. Их миллионы, и почти все они невидимые глазу. Перед нами настоящая армия нематод. В одной микрокапле их столько, что они уже начинают путаться друг с другом. Кто-то переползает, кто-то толкается, кто-то разворачивается, кто-то еле-еле протискивается между соседом. Это настоящий живой клубок. Мини-муравейник, только состоящий из червячков с толщиной с волос. Каждый что-то делает. Одни ищут бактерии, другие чистят воду, третьи просто катаются по течению. И вот в эту суету мы сейчас добавим перекись водорода 3%. Посмотрим, кто сильнее – нематоды или химия. Добавляю первую маленькую каплю перекиси. Сразу начинается реакция. По капле разбегаются мельчайшие пузырьки, такие маленькие, что без микроскопа их и не заметишь. Они не поднимаются вверх, перекись внутри капли, и пузырьки разлетаются в стороны, отталкивая нематод. Смотрите, как они реагируют. Часть ускоряется, как будто пытается убежать, часть наоборот замедляется, будто движения стали тяжелыми. Некоторые замирают, но потом снова ползут. Наступает хаос. Тех, кто был в центре, пузырьки выталкивают к краю. Некоторые явно пытаются уйти подальше от перекиси. Всех их траектории резко меняются, будто кто-то дернул за невидимую струну. Теперь добавляю вторую каплю. И вот тут их просто смывает из кадра. Место, где была огромная толпа, становится чистым. Но вот они появляются с другого края. Их занесло туда пузырьковым потоком. И видно, что состояние уже совсем другое. Нематоды резко замедлились, некоторые еле-еле ползут, буквально миллиметр за миллиметром. У нескольких появляются судорожные подергивания. Видно, что организм борется. И тут начинается самое интересное. У пары нематод внутри появляется воздух, реальный кислород, образующийся прямо в их теле. Они, похоже, немного выпили перекиси, и реакция пошла уже изнутри. Внутри нематода вспыхивают пузырьки, растут и через заднее отверстие выходят наружу. Выглядит это жутковато, но невероятно наглядно. Одну нематоду вообще разорвало изнутри, тело просто не выдержало давления. Вторая стала как трубочка, полностью заполнена пузырьками. Еще одна разорвана частично, и из тела выходят газовые пузырьки. И эта нематода была с яйцами. Яйца оказались снаружи без защиты, и они, конечно, не живые. Перекись не оставляет им шансов. Вся первая капля погибла примерно за 40 минут. Почему так долго? Потому что капля воды была огромная, а перекиси мало. Концентрация перекиси почти сразу стала очень низкой. Поэтому реакция была медленной, растянутой, но все равно смертельной. Теперь проверим второй сценарий. Добавляю перекись сверху, без покровного стекла. Капля крупная, плотная, тут концентрация будет намного выше. Нематоды сначала ведут себя спокойно, но буквально через секунды начинают отползать, замедляться. В местах, где идет бурная реакция, они еще какое-то время двигаются, но уже видно, что силы уменьшаются. Добавляю еще 2 капли, и теперь реакция становится сильнее. Скорость нематод падает буквально на глазах. И снова редкое явление. Одна нематода глотает перекись и взрывается изнутри. Это уникальный, но повторяющийся эффект. Из сотни особей это делает только 1 или 2.
Из-за высокой концентрации перекиси вторая партия погибает всего за 15 минут. То есть в 3 раза быстрее, чем первая. Почему так произошло? Все просто. Чем выше концентрация перекиси, тем быстрее смерть нематод. Пузырьки кислорода разрывают ткани, особенно если перекись попадает внутрь организма. Разбавленная перекись действует дольше, но все равно работает. Нематоды пытаются спасаться, бегут, отталкиваются пузырьками, ползут к краям, но химия побеждает всегда. Интересный факт. Перекись – это слабое антисептическое средство, которое действует в основном за счет образования кислорода. А для микроскопических существ даже пузырек может быть как взрыв гранаты. Вот такой получился эксперимент. Вы просили, я показал. Перекись 3% уверенно справляется с нематодами, просто скорость зависит от концентрации. Если вам понравилось смотреть на этот микромир так же, как мне его снимать, поддержите видео лайком, напишите комментарий. Ваши идеи я читаю все. И обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые эксперименты. С вами был Виктор, это канал Под микроскопом. Увидимся уже очень скоро.